Серия визуальных новелл, которая, несмотря на свое легендарное наследие, осталась чуть ли не забытой в аналах истории, едва не исчезнув 3 годами ранее. Я говорю и про первый Мавлав, и Мавлав Альтернатив, который вышла в 2006 году, и вдохновила, кстати говоря, Исаяму на написание Атаки Титанов, а также имеющая первое место в рейтинге, обгоняя такие шедевры, как Врата Штейна и Когда плачут чайки. И все это из базы визуальных новелл VNDB, в которой насчитываются десятки тысяч тайтлов. Приветствую всех своих зрителей, с вами Snake Furix, и сегодня я вам расскажу о самой лучшей новелле, которую я когда-либо читал. Приятного просмотра. Для справки, Мавлав, Шуры-Муры или Любовь-морковь у русскоговорящего. Мавлав вышла в 2003 году, она была разделена на две части – Мавлав Экстра и Мавлав Unlimited. Эти две игры являются, грубо говоря, очень длинным прологом перед основной игрой, которая вышла в 2006 году – Мавлав Альтернатив, которая является той самой топ-1 новеллой. Изначально разработчики планировали выпустить 3 игры сразу, но у них тогда не хватало бюджета. Итак, перед тем, как рассказать о моем опыте чтения этих новелл, я расскажу лучше, как я познакомился с франшизой. И естественно, я как фанат жесткой милитари-драмы в жанре меха попался на тайтл «Полное затмение». Спин-офф альтернативы, который хоть и был полноценным сериалом на 24 серии, но он покрывал первоисточник лишь на 2/3. Но в те времена я не особо об этом парился, поэтому подумал о том, что это просто открытая концовка, ну а аниме как такой неплохой отдельный тайтл вышел. Но через пару лет выходит аниме под названием Schwarzes Marken – Черные метки. И таки оказывается, что это тоже Мавлав, спин-офф альтернативы. Тогда-то в мою голову и закралась мысль, что я имею дело с чем-то большим. И вот знаете, когда вот пошли слухи об анонсе аниме-адаптации по оригинальной альтернативе, которая, кстати, выйдет в октябре этого года, я подумал – пора. И встретился с кучей вопросов, на которые хоть и нелегко, но было очень интересно искать ответы. Для начала, давайте я вам объясню всю завязку жестокого мира Мавлав. Во второй половине 20 века человечество совершило ужасное открытие. На одном из снимков, которые были сделаны на Марсе в 1958 году, с краю стоял силуэт, имеющий полугуманоидные черты. В дальнейшем люди обнаружили еще больше доказательств существования жизни за пределами Земли. 1967 год. Эти пришельцы уже успешно заселяли Луну. И когда люди послали экспедицию на Луну для попытки наладить контакт с неизвестной формой жизни, связь с отрядом была утеряна. Все из-за того, что эти неизвестные пришельцы просто поубивали всех, а точнее сожрали. Доселе опасности такого масштаба человечество еще не видывало. В 1973 году эти пришельцы начали вторжение на Землю, и им дали название Бета – Beings of Extraterrestrial, which is adversary of human race. Что переводится как «существа внеземного происхождения, которые враждебны к человеческой расе». От Кашгарии, провинции Западного Китая, образно выражаясь, место их высадки, они продолжили наступление через евразийские, ближневосточные и азиатские регионы. К 1998 году они добрались до Японии. 36 миллионов людей умерло всего лишь за неделю, а к 2001 году популяция человеческого вида сократилась до миллиарда. Ну что? Как вам завязка романтической истории? Вот, кстати, как вы думаете, Фейт со своей метавселенной ультрапродуманная штука? Вы думаете, нас у вас переиграл? Он переиграл. Но самого себя, оставляя везде дыры в лоре и сюжете, временами не понимая, что он вообще делает. Меня же ни одного задолбали эти проблемы с рутами, из-за которых Насу не мог нормально объяснить, что вообще в этой жизни продолжает атараксия. Ну так вот, в Мавлав существует точное лорное объяснение существованию рутов в игре. Как тебе такое, Грейп? Сейчас самое время, друзья мои, рассказать вам о мегаверсии Мавлава. Давайте вернемся к самой первой части, в которой еще не так все ужасно, как я описал выше. И особо подробничать я не буду в угоду антиспойлерской трактовке. Так вот, в декабре 2020 года я выпускал подкаст, который называется «10 аниме моей осени 2020». Ну и вот, там было аниме Кими но Зо – «Беспокойные сердца». Сейчас я даже вставку сделаю, чтобы вам напомнить о том, как я отозвался об этом аниме. Беспокойные сердца. Одно из первых аниме, которое вновь вернуло мой интерес к ромкомам. После того, как я летом посмотрел «Школьные дни», ко всяческим любовным треугольникам возвращаться желания вообще не было, я думаю, по понятным причинам, как мне кажется. Это аниме, конечно, не такое жестко, но все же эта история не оставит вас равнодушными.
История расскажет вам о школьниках, чьи необычные отношения поставят в ужасной ситуации всех участников, и все это дело будет длиться несколько лет даже после школы, вследствие некоторых происшествий. В общем, ладно, без спойлеров. И знаете что? Беспокойные сердца – это тоже часть Мавлава. Действия Мавлав Экстра происходят в том же месте и времени, что и Киминозо, и естественно, персонажи из Киминозо там тоже присутствуют. Рекомендую посмотреть это аниме, ведь у него есть отличный профессиональный русский дубляж. Еще немного, и тебя возьмут в национальную сборную. Каяса! Такаюки, я же сказал, что она здесь. Давай. Здравствуйте, Наруми. Здравствуй. Мавлав Экстра представляет собой очень приятную романтическую комедию, в которой вам не дадут заскучать интересные и прописанные персонажи, которых вы точно запомните. И о май гад, чердис Мавлава — это отдельный вид искусства. И знаете, количество различных культурных отсылок на разные тайтлы, музыку, бренды вас не перестанут удивлять до самого конца новеллы, я уверяю вас. Мавлав Unlimited. Точка невозврата. Пройдя первых два основных рута экстры, вам откроется сиквел, который начинается с весьма неожиданных вещей. Весь тот ужас, что я описал выше, катастрофу мирового масштаба, она уже применима к данной части Мавлава. Не скажу конкретно, как быстро все изменится и как герои из повседневного ромкома переместятся в очень жестокую милитари-трагикомедию жанра ужасы и триллер-психологическая. Но эти две части отличаются, но все же являются одним целым. Уж извините, стараюсь говорить без спойлеров, поэтому придется говорить загадками. Mavlove Alternative. Это объединение сюжетных арок Экстры и арок Unlimited. Третья часть саги продолжает обе эти игры одновременно. Те, кто читал меня, прекрасно понимают. И вот эта новелла уже представляет собой апогей всех событий. Музыка, оркестровые композиции вызывают невероятное ощущение, будто бы писали саундтрек к громкому блокбастеру на больших экранах. А как они усиливают эмоции во время сцен, добиваясь просто сногсшибательного эффекта, это нет слов. Все треки очень красивые, я уже несколько дней подряд переслушиваю OST игры. Многие треки мне настолько зашли, и это еще не говоря об опенингах. Особенно первый опенинг Mavlove Extra, который будет играть ключевую роль под конец третьей игры. Прошло уже 2 недели, а эмоции все так же со мной, будто бы это было только вчера. Каждый день, когда у меня было свободное время, я читал эту новеллу, иногда бывало по часу, по 2 часа. Временами я читал с начала дня до самой ночи. Привет, 7-й эпизод. В конце, когда пошли титры, я просто сидел, будто бы я был сломан и не знал, что делать. О чем думать. Я просто слушал музыку и смотрел в экран. Спустя некоторое время я начал осмысливать прочитанное, увиденное, услышанное. И попросту не мог привыкнуть к мысли, что я дочитал все это. Целый месяц я читал, уже настолько привык, что я сажусь за ноут и включаю новеллу и погружаюсь, что на следующий день я как-то даже был в ступоре. И вот если забыть про объективный рейтинг, который получился из-за голосов людей, прочитавших эту новеллу, я подумал, какую же оценку я поставлю сам этой новелле. И, конечно же, меньше 10 поставить я не могу. Никак. До прочтения трилогии моей любимой визуальной новеллой была работа Typemon, автором которой является Кино Конасу. Но я думаю, все уже поняли, что это Fate Stay Night. Но, о мой бог, я не был готов к тому, что Коуки Йошимуне со мной сделает. Я был уничтожен просто в пух и прах. Несмотря на мою огромную любовь к оригинальной Fate Stay Night, которую я считал своей любимой новеллой, она все же сильно уступает Mavlove Альтернативе, и теперь, блин, я понимаю, почему ее считают лучшей в истории. Я, конечно, видел все эти мемы про ПТСР и альтернативу, но особо не верил в последствия данной новеллы и скептично относился к ней. Я думал, что видел многое и ничто меня не удивит, и как же я ошибался. Итак, теперь перейдем к самому главному и интересному. Как же ознакомиться с этим шедевром вам, друзья? Сразу скажу, чтобы ознакомиться с Мавлавом, вам нужно знать как минимум английский, а еще лучше японский. Ну что за дела, спросите вы? Как ты мог так нас обломать? Ну скажи, когда рассказал обо всем и теперь только в конце говоришь о таком важном моменте. Успокойтесь, я вас утешу. Оригинальной новелле уже 18 лет, так? А альтернативе 15. Их до сих пор никто не перевел полностью на русский. Но есть один нюанс. В ВК есть группа, в которой собираются все фанаты Mavlove в СНГ, и в ближайшее время планируется грандиозное событие.
На данный момент планируется локализация всей классической трилогии на великий и могучий русский язык. Так как я буду участвовать в этом проекте как один из переводчиков, на своем канале я буду оповещать о всех новостях, которые будут появляться касательно перевода и всей франшизы Мавлава. На ваших экранах вы можете видеть уже первый рабочий билд нашего перевода. Все в команде работают в поте лица, чтобы у вас появилась возможность ознакомиться с этой величайшей сагой. Я крайне рекомендую вам подписаться на группу ВК mavlove.su, ведь именно там вы найдете новости касательно остальных проектов франшизы. Во вкладке с видеозаписями есть полный перевод, внимание, визуальной новеллы «Черные метки» с японского на русский язык, которую еще даже на английский не локализировали. И это все сделал один человек. Перевод был сделан приблизительно еще в 2017 году, и это просто чудо, что у нас есть такая шедевральная новелла, которую можно прочесть до конца, уже прямо сейчас, включая все руты. Также есть другие материалы, фанаты Аканы, например. Эта авашка есть в группе в неплохой озвучке, она идет по таймлайну позже Сердец и за 2 месяца до событий экстры. Но в будущем в группе вас ждет еще больше контента, ведь все только начинается. К октябрю этого года компания Age начнет релиз аниме-адаптации Mavlove Alternative. Над ней работают 3 аниме-студии, и музыкой занимается Even Call. Этот композитор имеет тонну потрясающей музыки, поэтому сомневаться в качестве его работы не стоит. По всему земному шару фанаты Mavlove объединяются, так как этот год будет очень важным для всех нас, в котором все решится. Протягиваю руку вам, друзья, и предлагаю всем вместе погрузиться в эту, не побоюсь этого слова, прекраснейшую франшизу. В будущем планируются еще ролики по Мавлаву, где я буду рассказывать много интересных вещей, новостей и всего-всего. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнали об этом культовом феномене, и ожидайте новостей. Ну, а с вами был Snake Furyx. Желаю всем удачи и до скорых-скорых встреч. Джа, матане.翼があったなら僕はどこ